Вчера американский Минфин ввел санкции против главной российской фондовой и валютной биржи – Мосбиржи и основного центра процессинга валютных платежей – Национального клирингового центра. С сегодняшнего дня торговля долларом на Мосбирже прекращена. Сразу ответим на главный вопрос, чтобы к нему не возвращаться. Так ли все ужасно, что мы все непременно разоримся прямо вот завтра? Нет. Для физических лиц, которым валюта нужна для повседневных нужд, все останется примерно как было. Базовые опции – отложить на черный день, съездить за границу, вывести рублевую зарплату на казахскую карту и получить евро в пражском или дубайском банкомате – в этих уже привычных алгоритмах не изменится практически ничего. Да, теперь из-за роста спреда, разницы покупки и продажи валюты, из-за увеличения комиссий у банков и посредников, из-за удлинения цепочки этих посредников вы будете терять лишние 10-15 долларов с каждой 1000 при обмене. Но вряд ли вашу жизнь это так уж сильно изменит. Да, все станет несколько медленнее и дороже, но с точки зрения частных нужд все перечисленное не прям вот те проблема. Тем более те из наших сограждан, кто оперирует валютой с 24 февраля 2022 года, уже не способны ничему удивляться, а тем более пугаться. Те, для кого это регулярная потребность, уже умеют менять что угодно на что угодно в любых сочетаниях и объемах. Кто пережил эти 2 года, те и в пригороде Пхеньяна датские кроны на наличные доллары поменяют. Но если для частных лиц мало что изменится, это не значит, что такие санкции незначимы для экономики в целом. Они значимы. Масштабы проблем пока предсказать сложно, но порассуждать можно. Все, о чем мы будем говорить далее, актуально для тех, кто оперирует миллионами долларов на постоянной основе. Например, для компаний, завязанных на импорт и экспорт. Именно импортеры и экспортеры будут первыми пострадавшими от такого рода санкций. Компании в постоянном режиме, оперирующие большими объемами валюты. Те, кому критична скорость обращения денег и возможность оперировать именно на открытом рынке с минимальными издержками. Комиссии, задержки, отрыв курса от рыночного равновесия, локальные дефициты валюты, которые для частников не стоят ничего – это реальные проблемы и серьезные издержки и явные затруднения в работе для тех, кому каждый день нужно гонять восьмизначные суммы. Все-таки раньше, когда вам нужны были несколько миллионов долларов, чтобы прямо сейчас рассчитаться за поставки, вы просто выставляли заявку на биржу. Теперь же вы должны бегать по разным банкам в надежде, что у кого-то завалялись лишние баксы. И покупать эти баксы не по цене, которая есть на открытой бирже, а по той, которую выставит конкретный продавец. Такой положняк явно не то, что помогает вашему бизнесу. Не с точки зрения закона, но с точки зрения повседневных практик, весь долларовый оборот в России становится серым. Никакого курса доллара, на который все ориентируются, больше нет. Есть цены, по которым совершаются конкретные сделки. Диапазон этих цен может быть очень широк. Белой и прозрачной для всех участников рынка площадки, которая формирует цену, отныне не существует. Сильно ли это ударит по внешнеторговым операциям? Не очень. Де-факто главным инструментом внешней торговли в сегодняшней России выступает юань. С ним есть свои проблемы, о которых тоже сегодня скажем, но долларовый товарооборот, по крайней мере в белой своей части, если не мизерный, то не столь существенный. Второй пострадавший – сам Центробанк. Валютные торги – это не только механизм, которым каждый день формируется официальный курс. Активность биржи, возможность видеть каждую сделку в режиме реального времени – это еще и важный экономический индикатор, который влияет как на денежную политику, так и на регуляторные решения. Кроме того, Мосбиржа находится под полным контролем ЦБ. Любые панические волны, любую аварийную распродажу регулятор может пресечь одной единственной директивой о приостановке торгов. И директива эта будет немедленно исполнена. Когда валютная торговля происходит где попало, когда нет единой рыночной площадки, собирающей всех продавцов и покупателей, регулятору гораздо сложнее поймать момент, когда нужно принимать меры. Может быть, сию секунду уже началась аварийная распродажа рубля, и сделки идут по 150. Но как это отследить и остановить, совершенно непонятно. Скорее всего, с этой проблемой удастся справиться путем создания каких-то альтернативных площадок, где торговля будет публичной и контролируемой. Но, во-первых, процесс этот займет время, а во-вторых, в отсутствии настоящей биржи значительная доля сделок все равно будет проходить в условно сером секторе. Некоторые аналитики прогнозируют возникновение множественного курса.
Возвращение чудных советских практик, когда у ЦБ курс один, в банках другой, а для правильных и специально уполномоченных предприятий третий. Мы так не думаем. Все-таки в России слишком развит рынок валютной торговли, в том числе внебанковской. Рынок этот белый. Торговля валютой с рук не карается смертной казнью, у государства нет монополии на валютно-обменные операции. Если множественный курс появится, если у кого-то возникнет доступ к дешевым долларам по официальному курсу, то он доллары эти очень быстро пойдет продавать задорого. То есть они окажутся на рынке, и там, в этом месте, куда он их пойдет продавать задорого, они подешевеют. Таким образом, первый шок стабилизирует сам себя, и никак множественных курсов никаких не будет. Санкции против Мосбиржи – это не апокалипсис, просто локальная история и много геморроя для всех участников рынка. История малоприятная, но адаптироваться к ней можно. Большая неприятность здесь в том, что санкции, каждая из которых не является убийственной, имеют накопительный эффект. Когда вы теряете 2% на посреднике, который нужен под оплату поставок через Казахстан, это не так страшно. Но потом вы теряете еще 3%, чтобы власти Германии считали, что ваши рельсы приехали из Турции. Потом еще немножко тратите, чтобы замаскировать перевод денег за вашу продукцию, а потом еще и теряете на курсе. Тут немного, там чуть-чуть, здесь маленько. И на круг вы не досчитываетесь кучи денег. В масштабах крупных предприятий с оборотами в сотни миллионов и миллиарды это получаются вполне капитальные суммы. А как следствие ухудшается ваша конкурентоспособность, ухудшается эффективность. Самое обидное, что теряете вы все это просто так. Платежи за колесные пары больше не приходят свифтом и не отправляются сразу на биржу, а идут долгим, кружным путем, на каждом этапе которого ваши деньги тают. Не случилось глобальной пандемии, землетрясение не разрушило банковские дата-центры, на Россию никто не напал. Просто Владимир Путин 2 с лишним года назад развязал войну и каждым следующим действием заставляет развитый мир копать еще один окоп на пути капиталов в Россию и из нее. Вспомним, с каких пор на Россию не накладывали каких-то серьезных санкций. Пожалуй, уже пару лет. Больших и важных пакетов санкций не было с мая 2022 года. Вводили ограничения для отдельных компаний и банков, целой кучи физлиц для каких-то отдельных операций. Но с точки зрения масштаба, ни для чего даже близкого на главную биржу страны санкции не вводили. Это потрясающая история. С упорством идиота Путин повторяет ее с самого начала войны. И теперь вот снова ломанулся на Харьков, ничего не достиг, убил кучу людей и дал политический резон выкатить еще санкции. Сделать жизнь всех, кто добывает валюту, создает рабочие места и экономическое благо, то есть вообще-то позволяет стране и ее режиму существовать, еще немного хуже. Импорт в Россию и без того снижается, потому что Россия теперь всецело уповает на Китай с его юанем. А китайские банки не хотят под вторичные санкции и закономерно отключают российских клиентов, либо проводят платежи с большими задержками. Об этом в самых обтекаемых выражениях пишет и сам ЦБ в своем макроэкономическом бюллетене. Рубль несколько окреп, получая поддержку от продажи экспортерами валюты, полученной за высокие мартовские поставки и пониженного спроса со стороны импортеров на фоне сохраняющихся проблем с проведением трансграничных платежей. Теперь проблем с трансграничными платежами будет еще больше. Катастрофа? Нет. Станут ли все немного беднее, а экономика чуть менее эффективной и конкурентоспособной? Да. Поскольку давать прогнозы с экономической точки зрения в тянущийся третий год беспрецедентной ситуации занятие бессмысленное и нереспектабельное, давайте посмотрим на происходящее с житейской точки зрения. Накопление проблем – практика не бесплатная. Свойство проблем таково, что если их копить, то они обязательно к вам вернутся, только проблемы будут серьезнее, а вы будете слабее. Сейчас российская экономика работает не за счет гения Набиуллиной, как принято думать, а за счет двух обстоятельств. Очень высоких нефтяных доходов и расходования резервов. Резервов на следующий год уже не будет, о чем явно свидетельствует бюджетный план правительства с резким сокращением расходов. Нефтегазовые доходы даже сейчас уже не покрывают дыры, которые понаделала выдающаяся внешняя политика. Но если на этом фоне случится какой-то бздык, если цены улетят ниже $50 за баррель нефти, как порой происходит, станет очень кисло. Пока бесплатные деньги есть, можно позволить себе какую угодно неэффективность. Когда их станет меньше, а их меньше станет, потому что войну останавливать никто не собирается,
тогда неожиданно окажется, что потери тут и там складываются в такие валовые издержки, которые нечем больше покрывать. Пока государство живет за счет резервов и сверхдоходов от нефти, оценивать экономический эффект от санкций вообще невозможно. Потому что на каждый доллар, потерянный на санкциях, придется сотня долларов, которые государство сожжет своими руками, по своей воле, в собственной войне. Когда государство нагло и открыто отжимает собственность, ссылаясь на незаконную приватизацию 30-летней давности, оно наносит десятикратно больший ущерб притоку инвестиций, чем любые санкции. Если инвестор уверен в стране инвестиций, он найдет, как привести туда деньги. Погрузит на верблюдов золотые слитки и степями Монголии переправит. Когда государство прямо показывает, что шатало оно любые правила собственности и готово отжать все, что плохо лежит, и прибыль приносит, тогда пусть хоть трижды все счета работают, пусть санкций никаких не будет. Но деньги в пасть крокодилу никто не положит. Закругляя, скажем вот что. Во-первых, мы без понятия, насколько страшны что нынешние, что введенные в начале войны санкции. Без понятия до тех пор, пока все можно залить деньгами. Во-вторых, никакая внешняя сила просто физически не способна нанести российской экономике больший ущерб, чем сам Владимир Путин. До завтра.